Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Таро прогноз. Личная жизнь до конца лета 2025 года. Как изменится ваша жизнь? Что прояснится? И я думаю, у каждого из нас есть какой-то не сложившийся пазл. Вот давайте узнаем, что же прояснится. И личная жизнь – это, конечно, любовь, но есть еще и взаимодействие с другими людьми, которых мы не исключим из нашей жизни. Это коллеги, соседи, родственники, то есть все равно это какую-то палитру наших взаимоотношений, или они могут оказывать влияние на нашу личную жизнь. Вот давайте с вами узнаем, что прояснится. И на каждый вопрос достанем по 2 карты. Так что же для вас за лето какой вопрос прояснится? Что вас будет радовать, что вам будет помогать? Отношение человека к вам или отношение партнера к вам. Следующая карта мы перемешаем. Будет ли новое знакомство? Суждено ли? По крайней мере, как это видят карты. Останемся реалистами. Будет ли новое знакомство? И неожиданности. Но неожиданно к нам приходят еще и возможности. И значит, что вы не должны упустить, может быть и так. Достанем карту совет, откроем ее в самом конце. Что же у вас тут проясняется? Но какой-то праздник намечается, это факт. Это радость, мои дорогие. Радостное взаимодействие с единомышленниками. Все же раздели праздник с друзьями, поэтому праздник есть, друзья есть какие-то контакты, люди, которых вы рады видеть. Может быть, вы проясняете для себя, кому я могу доверять, кому вы можете доверять, или кто в моей судьбе. Тут вообще может быть много людей вокруг вас, самых разных. Это может быть связано с работой, или когда вы расширяете контакты и позволяете людям, новым людям, войти в вашу жизнь. И вы каждого будете тоже так вот оценивать, могу я человеку доверять или нет. Это на время праздника или это что-то более продолжительное. Но определенно вам что-то будет нравиться, что у вас проясняется. А вот смотрите, какая-то минусовая ситуация. И тройка мечей – это не есть карта сегодняшнего дня. Это те эмоции, которые у нас сегодня, потому что разочарование было вчера. Но это уже период выздоровления. Почему? А потому что мы словно свежим взглядом смотрим на мир и вот выздоравливаем, поскольку то, что прежде нас разрушало, теперь не имеет над нами власти, не давит на нас. Период здорового равнодушия. И, кстати, вот благодаря такому здоровому равнодушию у нас и получается праздник. И мы можем, к примеру, даже для самих себя такую метаморфозу внутри вас самих. Вы столкнетесь, что вы какие-то отношения видели не совсем, или они есть не совсем так, как вы видели, или дела по какому-то конкретному вопросу у вас обстоят, опять же, совсем в другом ключе, а не так, как вы это прежде воспринимали. Вот, видимо, в некотором смысле холодная карта тройка мечей для вас позволяет видеть праздник даже там, где прежде вам казался минус. А может быть, это словно камни с неба или какая-то прежняя минусовая ситуация вас чему-то научила. А вот теперь из вот этой тройки мечей получается праздник. Тут действительно что-то проясняется. Может быть, и вы что-то для себя проясняете, поскольку нам сказали уже какая-то общность. Или намного больше контакта, чем прежде. По тройке мечей мы замыкаемся на какое-то время сами в себе, потому что не хотим терзать или теребить вот эти прежние раны. Но теперь проясняется то, что вам больше не хочется застревать вот в этих эмоциях, которые изнутри разрушают. Ну, правда, всегда тройка – это карта будущего. И вот карта будущего, каким образом, если мы спросим, тройка мечей может нам свидетельствовать о будущем? А это вот это здоровое равнодушие, или это некоторый, можем сказать, даже внутренний панцирь, когда мы умеем отключать вовремя эмоции и так вот хладнокровно оценивать уже человека или какие-то разговоры, переговоры, не перенося их на свои ощущения, чувства,
эмоции, а просто здраво. Идем по ситуации. И вот когда идем по ситуации, тогда и праздник, больше праздника на продолжительный период, мои дорогие рыбы и рыбки. Это вы сами, на самом деле, какая-то метаморфоза внутри вас, потому что надоело, когда плохо. Теперь будет хорошо, что вам помогает само пространство, время вам помогает, потому что восьмерка жезлов, да, это где-то неожиданная информация, предложение, то, что врывается в вашу жизнь как возможность, и мы не должны это упустить, потому что это карта скорости. Тут буквально какая-то ваша реакция важна, потому что не отложить что-то на завтра, а именно додумать что-то как сегодня, какую-то тему или предложение, или ту самую возможность. Ведь эта карта еще трансформации. Поэтому тут действительно, как мы думали прежде, уже нет. Тут нам в каком-то совершенно в другом направлении. Буквально скорость помогает. Скорость это не значит, на эмоциях мы что-то делаем. Или согласились, потому что согласились, или сказали нет кому-то жестко, наотмашь. Нет. Сначала какой-то период все-таки переосмысление он проходит. Но это в ускоренном варианте, мои дорогие рыбы и рыбки. Это все то, что вам помогает. Не отложить на потом. Ну, по сути, опять нам карты говорят, вот это двойка мечей, ведь это тупик. И закрытые глаза. Это мы раньше были вот в этой тройке мечей. И вот теперь выход. Я говорю всегда, когда двойка мечей, должен остаться один меч. Мы застряли в тупике, потому что мы думали, а может так, а может эдак. Два меча. И вот теперь остается одно какое-то решение. Это и есть своеобразный выход из лабиринта или выход из тупика. У вас проясняется какая-то ситуация и буквально выход из какой-то, может быть, замшелой, старой ситуации, которая была связана с эмоциями, с вашим неверием в себя самого или в себя саму. Вот это завершается. Вам пространство помогает. И я должна сказать, энергии, планетарные транзиты, они тоже вам помогают. Это на самом деле даже астрологически, если мы берем прогноз, то для вас многие энергии срабатывают в плюс. И поэтому рассмотреть все варианты, не быть такому, знаете, безапелляционному. Сам праздник пытается войти в вашу жизнь. И если есть эта трансформация, то для вас она с какими-то добрыми энергиями. Ну и обдумывать что-то придется, да, в каком-то ускоренном режиме. Отношения партнера к вам. Здесь могут быть те отношения, вот знаете, мы говорим, кто вошел в нашу жизнь, и он всегда в нашу жизнь что-то приносит. Некоторым людям суждено задержаться надолго, а то и навсегда. А кто-то приходит на время, потому что мы ему нужны. Но точно так же и этот человек, как опыт, был нужен вам. Вот по рыцарю Пентаклей. Здесь проходят те отношения, которые длятся долгий период времени. Потому что это как жизнь, не спринт, а марафонский забег. И поэтому те, кто с вами, поверьте, они вас догонят. Здесь словно сама судьба определила те отношения, которые должны продолжаться, если мы берем в контексте лета. И поэтому будьте внимательны, правда. Здесь могут проходить надежные люди, но которые не действуют очень быстро. Они тоже примиряются, о чем-то своем думают, что-то, может быть, просчитывают, не летят с места в карьер, это точно, и тем не менее. Если даже вы ожидаете чего-то от человека большего или более скорого, то карта больше говорит, добрые дела наспех не делаются. Ну, а есть и люди, которых нужно узнать, может быть, более так вот поподробнее. Но если мы говорим об отношении партнера к вам, для тех отношений, которые уже сложились в паре, или в семье, или то, что вам хочется быть с этим человеком, и человек вам также откликается, вы это чувствуете, то, скорее всего, человек вас видит именно в вашем союзе какое-то доброе продолжение на долгий период времени. Здесь может быть и решение какое-то. Вам могут об этом даже сказать. Все же я могу сказать еще и такой момент. Здесь переход отношений на новый уровень у кого-то может быть, потому что по тузу жезлов, словно жезл делит период на до и после. И поэтому какие-то из людей им суждено
не просто остаться в вашей жизни, а кому-то даже надолго. Может быть, это один-двое, как надежные люди, или просто добрые друзья, с которыми вы, кстати, можете какие-то проекты тут даже задумывать. Нам карта не говорит о том, что это будет буквально вот так вот скоро в течение лета, но то, что может быть какой-то новый интерес или как новый импульс в ваших отношениях, даже если мы про любовь. А ведь это, по сути дела, туз жезлов. Это карта страсти. И поэтому что-то подобное тоже может быть. И я такое допускаю, как отношения с чистого листа. Или словно узнаем друг друга заново. Или открываем друг в друге какие-то новые качества, которые, скорее всего, вам будут нравиться. Или какие-то качества в вас будут нравиться партнеру. Новое знакомство, давайте узнаем. Все зависит от вашего желания, насколько вы готовы застрять вот в этой тройке мечей. Четверка кубков нас призывает посмотреть в другом направлении. И если мы впускаем в свою жизнь новых людей или расширяем собственные контакты, собственные горизонты, нам хочется куда-то отправиться или хочется изучать что-то новое. Но откуда-то ведь к нам приходят, правда, новые люди. Тогда и приходят какие-то знакомства. Но здесь это самые первые какие-то шаги. И, наверное, начинается это с того, что мы не должны отказаться, вот иными словами, аллегорически, как на этой карте, от этого кубка, который нам судьба дает возможность. А вы можете сказать: я сейчас занят. Или у меня другие планы. Не откажитесь, мои дорогие, но возможности познакомиться точно есть. Что же еще на новое знакомство? И где-то нам говорят карты, что если и есть какие-то знакомства, вам словно судьба будет посылать таких людей, я могу предположить, отношения с которыми не развиваются быстро. Может быть, с некоторыми, кого вы уже знаете, как я уже сказала, да, здесь переход на новый уровень отношений. Но если про новое знакомство, все-таки семерка нам больше о детализации и буквально об инструкциях. То есть что-то, видимо, разложить по полочкам для себя, прояснить, нужно ли это знакомство вам, или куда-то не торопиться, по крайней мере, на период лета не делать каких-то важных выводов. Есть те энергии, которые вас вдохновляют, мои дорогие рыбы и рыбки. Ну вот позвольте, разрешите себе просто вдохновиться. Проживать вот этим моментом, радуясь, потому что праздник, но пока еще, может быть, не выносить вердиктов. Дайте проявиться человеку, как бы раскрыться с разных сторон. И после этого вы будете уже более четче понимать, что ожидать от этого человека. Но самого себя не поставить опять же на паузу, и все то, что я сказала, уметь взять эту возможность, это уже зависит от вашего восприятия. Неожиданности. Выбор как будто есть. Может быть, это и выбор каким-то новым достижением, или для кого-то из вас по части работы все-таки жезлы, дела, работа, бизнес, и откуда к вам приходят деньги. Каким образом это может влиять на личную жизнь? А вот действительно, решая какие-то вопросы по труду, по вашей занятости или по вашему творчеству, по вашему хобби, то, что вы надумаете именно продолжать, развивать или развиваться самому, с этого направления приходят и новые люди. И это мы прежде словно между вот этими двумя жезлами ходили или топтались на месте. Пришло время отправиться куда-то дальше, исследовать вот эту непознанную землю без карты и не застрять в каком-то тупике. Как будто нет этого тупика. Это мы сами так что-то воспринимали. Неожиданности или чего вам не упустить важно. Королева кубков, знаете, это больше об ожидании, говорит карта. Может быть, ожидание какое-то должно быть закончено, и пора переходить к действиям. Через опыт, который приходит именно тот опыт материальный или реальных событий, или как новое дело, в котором вы себя пробуете, или пусть какое-то новое направление, новый метод, может быть и так. К вам приходит понимание, нужно это продолжать или нет. Завершить какое-то ожидание. Не отложить опять же что-то на потом. Но в принципе ведь эта карта ваша. Королева кубков – это карта любящего человека. Это карта, которая
олицетворяет все знаки зодиака, стихии воды, как раз про вас. И это могут быть ваши какие-то планы. Но вот ведь в чем задача. Не жди, когда что-то само по себе осуществится. С одной стороны, мы можем трактовать, что вот добрые эмоции, и есть какой-то человек, который очень в ваш адрес откликается с добротой. И для людей семейных здесь гармонизация, да, это вы, может быть, в паре будете уже строить планы на будущее, или, может быть, это даже вопросы у кого-то, связанные с поездкой или с переездом. Я могу такое допустить, если что вам помогает. Мы сказали про скорость, а для кого-то буквально какая-то поездка. И, возможно, это перемещение куда-то очень далеко и на долгий период времени. И тогда вы будете что-то просчитывать, узнавать, раскладывать по полочкам и детализированно тоже изучать. Вот есть такая детализация все-таки. Это нам говорит уже не одна карта. И тогда эта карта будет еще говорить, что тебе, может быть, и мелких перемещений придется много совершить, и не откладывая это на потом. Поэтому точно в неожиданностях к нам приходят какие-то возможности, которые даже в мелком каком-то контексте, мои дорогие рыбы и рыбки, вы не должны упускать, откладывая на потом. Но и в то же время понимать, кого вы хотите видеть рядом с собой, если уж мы так про личную жизнь. Кого вы будете оценивать? Может быть, вы пропускаете некоторых людей сквозь призму. Хочу я быть с тобой или нет? Могу я тебе доверять или нет? Вот есть такой момент, от которого, точнее, вы можете отталкиваться как и в делах, в работе, в продвижении в собственном, так и в личной жизни. Вы именно где-то оцениваете людей летом. Ну вот как-то так. Ведь не единожды нам этот дуплет говорит о том, что есть определенная двойственность или есть какая-то минусовая ситуация из прошлого, которая заставляет как раз быть реалистом. Но, наверное, не застрять все-таки будет тоже важно. Мне хочется достать дополнительную карту. С чем это связано? Не очень понятно. Ну, что выбор нужно делать, это да, 2 двойки. Топтание на месте или тупик должен завершиться. А ведь точно, завершиться. Это вообще карта мужества. Когда у нас хватает мужества идти вперед, причем идти в одиночку. Шикарная карта, которая говорит о развитии собственного творчества, говорит об изучении новых направлений по части все, что связано с новыми технологиями, интернет-технологиями, искусственным интеллектом. Все вот эти цифровые технологии это тоже сюда включают. Почему? Потому что пространство, эфир, интернет – это всегда карта пространства. Для кого-то это проиграется, как я только что сказала, будет связано с дорогами, с перемещениями. Может быть, у кого-то банально по работе офис находился в одном месте, а перемещается в другое место. И здесь вам будет даже где-то интересны вот эти вот дороги. Это как новое дыхание жизни, когда завораживает и хочется идти, но идем мы в одиночку. И поэтому у кого насколько хватит мужества идти вперед или перестать топтаться на месте. Здесь вот есть в неожиданностях какие-то предложения, которые могут свидетельствовать о каком-то успехе. Но этот успех, мои дорогие, это не в разрезе лета. Это карта заслуженного успеха на более далекий период. Но начало, вполне вероятно, происходит именно теперь. Тут на кону у вас может стоять совсем что-то другое. Имеется в виду как другой либо вид занятости, либо вы соберетесь строить карьеру, или вас заинтересуют вот эти самые технологии, вы будете развивать свое творчество. Для кого-то с целью переезда куда-то далеко вы будете что-то изучать, чтобы суметь работать из любой точки мира. Вот, кстати, по этой карте особенно проигрывается. Ну, у кого-то банально. Транспортное средство. Вот я даже и такое допускаю. И кто знает, это возможность. Может быть, поменять, приобрести транспортное средство или необходимость такового для перемещений. Ну, а кто-то пойдет сдавать на права, да, или учиться на права. И это я тоже допускаю, потому что как-то обстоятельства вас говорят о том, что нужно быть более мобильным, нужно успевать.
Давайте карту совет, интересно. Но вообще возможности. Конечно, по этой карте и поддержка высших сил. Это вот как вот этот волшебный олень с пентаклем на рогах. И тут буквально возможность заработать деньги. Для кого-то так, для кого-то это возможность заработать деньги или первые заработки, когда вы монетизируете свое хобби творчество. Или получаете первый гонорар, или получаете первую зарплату, может быть и так. Но есть определенно, что нужно продолжать. Причем это находится в реальной жизни. Это не на уровне ощущений. И вот это важно и рассмотреть, и не отказаться. И я так вижу. Начиная с чего-то одного, как искусство первого шага. Вот по шестерке мечей ведь тут тоже нам говорят, отплыть от безжизненного какого-то берега. Мы всегда отплываем от того места, где ничто не растет, где нет прогресса, где нам уже ничто не откликается в каких-то приятных эмоциях даже. Пусть мы говорим про личную жизнь, но мы можем это переложить на общность какую-то, на коллектив. И есть коллективы, где и глаза бы мы их не видели, а есть коллективы, когда мы тоже видим или ищем единомышленников. Недаром говорят, ты будь среди тех людей, которые тебя вдохновляют, а не тычут носом, вот делай так, не делай этак. Вот чем-то вам нужно вдохновиться, мои дорогие. И словно пространство, вселенная, ну точно вам помогает. И кто знает, ведь это один пентакль. И это как прообраз зернышка, который мы посадим в землю, а в последующем получим денежное дерево. Здесь, как и возможности сами по себе расширяются. Какие-то границы перед вами расширяются, преграды падают только лишь потому, что вы видите другое направление, когда вы просто ставите в прошлом точку и идете вперед. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки. Я благодарю вас за вашу поддержку, за ваши добрые комментарии. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.